1 октября текущего года состоятся выборы в парламент Грузии. Как никогда высока активность, интерес граждан к этим выборам. Люди ждут позитивных перемен, предстоит серьезная и конкурентная борьба. По итогам последнего голосования, которое произошло в 2008 году, на 2 участках избирательных пришло всего 1,5 тысяч человек. Это критически мало для грузинской диаспоры, которая насчитывает, я имею в виду только граждан Грузии, с грузинскими паспортами, около 400 тысяч. Поэтому цель нашего движения, понятна из его названия, и мы хотим создать необходимые условия для участия наших сограждан в парламентских выборах в Грузии. И мы хотим, чтобы эти выборы были бы честными. Сегодня на территории Грузии проживает около 1 миллиона грузин. Это самая, действительно, как было сказано, многочисленная и, наверное, самая влиятельная диаспора в мире. Люди уехали работать в Россию, чтобы помогать своим семьям, фактически взяли на себя социальную функцию государства. А они мечтают вернуться на родину, к своим родным и близким, как только позволит экономическая и политическая ситуация в стране. Для них выборы – это единственный шаг на такие перемены. Почти 400 тысяч из миллиона, я хочу здесь оговориться, это приблизительные цифры, потому что точных списков не существует в природе, не только по грузинской диаспоре, но и по другим. Это почти 400 тысяч из миллиона, это более 10% из общего числа избирателей. Как вам известно, общее количество избирателей в Грузии, по последним данным, это 3 миллиона 720, по-моему, тысяч. Ну, там я могу немножко ошибиться. Но сегодня получается так, что эта огромная армия людей не имеет возможность проголосовать и принять участие в этих выборах. Первые серьезные и, можно сказать, даже абсурдные препоны возникли еще летом. Тогда наша инициативная группа начала помогать представителям диаспоры регистрироваться в качестве избирателей на сайте Министерства юстиции Грузии. Мы бесплатно оказывали консультационную и техническую поддержку. Были уверены, что делаем полезное и для людей, и для государства дело. Но, к сожалению, мы получили совсем обратное. Это не только не обрадовало и, видимо, напугало кое-кого. 24 июля МИД Грузии фактически наложил запрет на регистрацию избирателей. Вот сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на формулировку именно вот этого изменения в регистрации избирателей. Теперь, чтобы получить право голоса, любой гражданин должен предъявить грузинским властям справку о том, так сказать, о регистрации по месту пребывания, а также детальные данные контактных лиц с указанием их места работы и жительства. При таких трудных отношениях между нашими государствами, как вы понимаете, далеко не все граждане Грузии могут себе это позволить. Хочу подчеркнуть, что избирательный кодекс Грузии этого не предусматривает, и такой нормы никогда раньше не было. Более того, сегодня они не смогут проголосовать даже те граждане, которые могут выполнить эти требования МИДа. По нашей информации на сегодняшний день, то есть на 6 сентября, Грузия вообще не планирует открывать в России ни одного избирательного участка. Есть время еще несколько дней. Избирательные участки в Грузии начинают свою работу 11 сентября. Но по нашим данным, а у нас очень много людей, которые интересуются этим вопросом, практически этот вопрос решен. Это, по-видимому, является совершенно неприемлемым решением. И вот действительно ставить под вопросом и под угрозой вообще легитимность всех этих выборов. Какая может быть причина этого?
Я не могу это точно утверждать, но формально может, этот поводом может служить отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией. На наш взгляд, это не основание, поэтому мы до конца, как говорится, будем бороться за то, чтобы в Грузии, в Москве открыли бы избирательные участки. Я хочу небольшой экскурс сделать в историю. Традиционно, исторически, за последние 20 лет в Москве в России открывались два участка. Эти участки были в Москве и в Петербурге. Единственное, это было в 2003 году, когда были эти знаменитые последние выборы, предпоследние выборы, тогда было 4 участка. Это катастрофически мало, учитывая, что география проживание грузин очень широкое, кроме Москвы и Петербурга, в основном они живут, я говорю, наибольшее количество грузин проживают в Краснодарском, Ставропольском, Ростовском областях везде. Это плюс еще Воронеж, Липецк, Екатеринбург. То есть эта география очень-очень широкая. Интерес действительно к грузинским выборам никогда не был очень высок, как сейчас, потому что практически не было, видимо, мотивации для этого, не было оппозиции реальной, не было, видимо, таких предпосылок, и народ не очень активно проявлял себя в этом отношении. Сегодня у нас совершенно иная картина. Что говорят грузины при личных встречах и беседах, что, видимо, какие-то сложные отношения, которые есть между государствами, я имею в виду руководством, это как-то переносит и на граждан собственного государства. Это категорически неприемлемо. Наряду с этими глобальными проблемами созданы и другие преграды тем соотечественникам, которые все-таки попробуют проголосовать. Так, начало регистрации по новым правилам, а 3 числа было опубликованы новые правила регистрации граждан, проживающих за рубежом. Это было правило Центральной избирательной комиссии Грузии. Они дали недельный срок для регистрации. То есть 10 сентября заканчивается период регистрации всех граждан, проживающих за рубежом. Это, безусловно, очень мало, это очень короткий срок, и фактически успеть такому количеству людей, не только в России, но и в других странах, это практически невозможно. Европейская и грузинская диаспора также возмущена тем, что дата голосования назначена на 1 октября, это рабочий день понедельник. Вы сами понимаете, как они могут отпроситься с работы, там совершенно другие отношения, и это заведомо понижает явку людей. Почему это они делают, это для нас еще остается вопросом, и ответа у нас какого-то разумительного нет. Еще одна тема, которую я отдельно хочу подчеркнуть. Как вам известно, я имею в виду грузин, которые здесь присутствуют, весной этого года была принята временная поправка Конституции Грузии, согласно которой грузины, граждане Европейского Союза, могут принимать участие в выборах и занимать государственные посты. Фактически, эта поправка дискриминирует всех остальных грузин, которые живут вне зоны Европейского Союза. Прежде всего, это касается нас, грузин, которые проживают в России. Если из миллиона отнять где-то 350-400, получается 600-650 тысяч грузин, которые живут в России, такого права оказались лишены. Мы будем, естественно, добиваться или упразднения этой поправки, которая, я не буду давать оценку ей ни юридическую, ни гражданскую, но она, в принципе, сегодня не работает, но так явно подчеркнуть разницу между грузинами, которые проживают в других странах, я думаю, что это не только контрпродуктивно, но и вредно для страны. Это такая общая картина, которая сложилась в этот период, в этот предвыборный период. Мы не собирались создавать какую-либо организацию. Мы хотели ограничиться нашими
вот такими техническими услугами, но оказалось, что после таких серьезных препятствий надо было создать организацию и принимать какие-то меры. Что мы сделали за этот период? Ну, прежде всего, мы разработали стратегию, запустили сайт нашего движения. Мы подготовили и уже подали петицию в МИД Грузии с требованием упростить регистрацию избирателей. Ответов мы до сих пор не получили. Значит, эти международные эксперты находились в Грузии некоторое время и вместе с грузинскими специалистами по конституционному и избирательному праву они создали этот документ, изучив детально всю нормативную базу этого вопроса. Эта петиция будет опубликована на нашем сайте. В ближайшее время обращения с выявленными нарушениями будут направлены в крупные соответствующие международные организации. У нас есть этот список. В течение ближайших дней такие обращения будут подготовлены, и мы собираемся немедленно сообщать об этом. Мы намерены использовать все способы юридического и информационного давления, поддержку международного сообщества, чтобы добиться реализации своего неотъемлемого права голоса.